Здравствуйте, уважаемые рукодельницы и гости моего канала. В данном видеоуроке будем вязать сумочку. Нам понадобится один моточек шнурочка карамель Baby. Цвет у меня вареная сгущенка. Толщина 2 мм, длина 200 метров в одном моточке. Заказать такой шнурочек, в принципе, и фурнитуру, цепочку, пришивную кнопочку можно на сайте пряжа Центр РФ. По моему промокоду будет скидка 10%. Ссылку на сайт и промокод оставлю в описании под данным роликом. Так, еще для сумочки нам понадобится для вязания сумочки крючок. Я буду вязать крючком номер 3,5. Также идеально подойдет крючок номер 3. Вот такая пришивная кнопочка. Для утяжек 2 деревянные бусины, но хотя это не обязательно. И вот такая вот у меня бронзовая цепочка. Но это опять же не обязательно. Шнурочек либо цепочку вы тоже можете связать самостоятельно. То есть это тоже по желанию. Итак, приступаем. Так, начинаем вязать нашу сумочку с донышка. Будем вязать плотное донышко. Я сейчас покажу, расскажу, как я это делаю. Так, для донышка мы набираем количество петель, которое делится на 6. Да? То есть у меня это будет 36 петелек плюс 1 петля подъема. Набираем. Набрали 36 петелек плюс еще 1 петля подъема. Итак, разворачиваем нашу косичку и первый ряд мы вяжем вот за эти перемычки. Начинаем со второй. Провязываем столбики без накида. Всего в этом и последующих рядах у нас должно быть 36 столбиков без накида. Так, провязываем первый ряд. Я покажу, как вяжется второй и последующие ряды, для того, чтобы наше донышко было плотным. Вяжем до конца первый ряд. Итак, провязали первый ряд. Делаем петельку подъема, разворачиваем наше вязание. Теперь второй ряд мы вяжем за заднюю полупетлю. Столбики без накида. Во втором ряду их тоже должно получиться 36. Так же, как и в последующих рядах. Но третий ряд я уже вам покажу. Третий и последующие ряды мы будем именно вязать. Третий и последующие ряды мы будем вязать по-другому, как бы укрепляя наше донышко. Вяжем до конца ряда второй ряд. Итак, провязали 2 ряда, делаем петельку подъема. Смотрите, и третий и последующие ряды мы вяжем вот таким вот образом. За заднюю полупетлю и за оставшуюся полупетлю предыдущего ряда. То есть мы таким вот образом укрепляем наше полотно. 2, 3. То есть понимаете, вот задняя полупетля и полупетелька предыдущего ряда. Захватываем их вместе и провязываем. Таким образом мы вяжем третий и последующие ряды. Провязываем третий ряд. Так, провязываем последние петельки третьего ряда. Смотрите, как провязывается самая последняя петля. Не забывайте, можете просчитать, их тоже должно быть 36. Воздушная петля подъема, переходим на 4-й ряд. Как я и говорила, третий и последующие ряды мы вяжем точно таким же образом за заднюю полупетлю и за полупетельку предыдущего, оставшуюся полупетельку предыдущего ряда. Это у нас идет 4-й ряд. Смотрите, сразу полотно становится таким двойным и плотным. И вяжите далее самостоятельно. Вот мы сейчас перешли на 4-й ряд, а всего должно быть 13 рядов. Свяжите, я далее покажу, как мы начнем вязать наш узор.
Итак, я провязала 13 рядов. Это у меня получается длина моего донышка 21,5 сантиметр и ширина сколько? 6 сантиметров. Вот я закончила 13 рядов. Вот это у меня получается внутренняя часть моего донышка. Смотрите, она отличается от внешней. Вот внешняя, она полностью гладенькая. Вот это внутренняя. То есть здесь вот такие как бы две выемки. Посчитать можно по вот этим вот перемычкам. Сколько получается рядов. Вот смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот как бы по перемычкам, по внешнему, это 7 рядов получается. Ну, то есть, а всего мы вязали 13 рядов. Теперь смотрите, что мы делаем. Разворачиваем вот так наше вязание на лицевую часть. То есть, вот это у нас лицевая, я вам уже говорила. Делаем соединительную петельку. Набираем 3 воздушные петли. И начинаем вязать наш узор. Делаем накид, 2 петельки пропускаем. Первый ряд узора у нас будет отличаться от последующих, поэтому вяжем сначала первый, а второй и последующие вяжутся по-другому. Так, провязываем 2 столбика с одним накидом, 1 воздушная петля, 2 столбика с одним накидом в одну петельку. Накид, 1, 2, пропускаем и в третий. Вот это получается один такой кластер. Вяжем далее. По одной длинной стороне у нас должно быть 6 таких кластеров. По коротким этим сторонам по 2 кластера. Ну, сейчас провяжем еще немножко, посмотрите сами. Накид, 2 петельки внизу пропускаем, в третью провязываем 2 столбика с одним накидом, 1 воздушная петля и 2 столбика с одним накидом. Накид, 2 пропускаем и в третью. Провязался второй кластер. И таким образом по этой стороне самостоятельно вяжем 6 кластеров. Еще 4 довязываем. Покажу, как по этой стороне вязать. Так, довязываем последний 6-й кластер по этой стороне. 1, 2, в третью. Так, смотрите, делаем накид, и здесь мы, получается, 1, 2 пропускаем, и сразу на эту сторону переходим. То есть столбик с одним накидом мы вяжем уже как бы по этой стороне. Так, если разделить вот эту сторону нашего донышка наполовину, да, вот здесь вот у нас будет серединка. То есть один кластер в эту сторону, другой в эту сторону. И вот этот столбик с одним накидом, мы будем его вот где-то вот здесь и провязывать, как раз по серединке. Так. Провязываем. Так, делаем накид. И я вот сюда провязываю. Смотрите, вот это у меня середина, да, и я провязываю 2 столбика с одним накидом, 1 воздушная петля, 2 столбика с одним накидом. И столбик с одним накидом мы вяжем по серединке. Вот у нас серединка. То есть вот здесь можно провязать. Вот получается. И вяжем второй кластер. Вот сюда я его провяжу. 2 столбика с одним накидом, 1 воздушная петля, 2 столбика с одним накидом. Делаем накид и столбик наш провяжем вот сюда. Смотрите, по этой стороне явно видны петельки. Вот таким образом по противоположной стороне мы тоже вяжем 6 кластеров, и по этой маленькой стороне 2 кластера. Когда все провязываем, покажу, как перейти на второй ряд, и второй ряд мы будем вязать, уже узор немножко у нас будет другой, мы будем делать рельефные столбики. Так, по второй длинной стороне опять же провязали
6 кластеров. Переходим на последнюю нашу сторону, да, делаем накид, смотрите, и провязываем раз, два, здесь посчитали, провязываем вот в начале нашей короткой стороны столбик с одним накидом, да. Опять же, как я и говорила, вот здесь выделяем, так, вот здесь вот у нас серединка, выделили мы ее, здесь мы будем провязывать столбик с одним накидом, то есть сам кластер провяжем, ну вот здесь вот 2 столбика с одним накидом, воздушная петля, 2 столбика с одним накидом. Так, и столбик с одним накидом вот здесь вот. Довязываем до конца еще один кластер. Так, и все, здесь столбик с одним накидом делать не надо, мы его провязывали в начале. Вот, мы провязывали в начале 3 столбика, 3 воздушные петли, да, 1, 2, 3. В третью мы делаем соединительную петельку, все, первый ряд мы провязали. Вот эту петельку делаем длинной и делаем такой искусственный рельефный столбик с одним накидом, да, мы вот так вот протянули изнутри. Еще раз покажу. Так, закрываем первый ряд. 1, 2, 3. В третью воздушную петельку. Соединительную петлю сделали, да? Вытягиваем эту петельку, делаем ее длинной и вот так вот ее окутываем вокруг этих 3 воздушных петелек. Вот так. И провязываем. И еще 2 воздушные петли. Вот у нас такой искусственный рельефный столбик. А теперь смотрите, второй ряд и последующие ряды, как мы будем вязать узор. Делаем накид. И вот 1, 2, 3, 4 у нас столбика с одним накидом. За второй с передней стороны мы делаем лицевой рельефный столбик с одним накидом. Провязали. Посерединке, теперь там, где у нас одна воздушная петля была, тоже столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом. И снова рельефный столбик за третий уже, да, рельефный лицевой столбик. Вот таким вот образом у нас будут формироваться такой получается рельефный, красивый, такой как 3D узор. И там, где у нас одиночные столбики с одним накидом, мы их тоже делаем рельефными. Рельефными и лицевыми. Вот таким вот образом. Еще раз покажу. Так, вот. У нас один кластер, элемент, да, делаем накид. И не за первый, а второй. Охватываем с лицевой стороны, провязываем такой рельефный столбик. Потом в серединке мы вяжем столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом. И снова теперь вот это у нас посерединке мы провязали, и теперь за вот этот, опять же спереди мы его и провязываем столбик с одним накидом. Одиночные столбики мы тоже делаем рельефными лицевыми. Вот таким вот образом. Второй, как я говорила, и последующие ряды. Я сейчас второй закончу и перейду на третий ряд. Еще раз вам покажу. Итак, довязываем второй ряд. Так, смотрите, как мы закрываем. Вот это у нас был первый искусственный столбик с одним накидом. 1, 2, 3. Третью петельку делаем соединительную. И опять же вытягиваем эту петлю, чтобы она у нас была длинной. И вот так протягиваем ее, делая искусственный рельефный столбик с одним накидом. Провязали и еще 2 воздушные петли. Все, то есть
искусственный столбик с одним накидом мы все время будем делать так. И узор, как я и говорила, во всех последующих рядах мы тоже вяжем, как и во втором рядочке. То есть за второй столбик делаем рельефный столбик с одним накидом, посерединке столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, столбик с одним накидом и снова рельефный столбик. Рельефный столбик провязали, и вот эти одиночные, они у нас тоже будут рельефными лицевыми. Все, получается такой вот красивый узор. Вяжем самостоятельно необходимое количество рядов. Я скажу, сколько их будет у меня. Так, я провязала 18 рядов, считая наш самый первый ряд и второй и последующие, которые были рельефными. Высота сумочки моей получается где-то 17 сантиметров. Так, но еще один рядочек мы сделаем такой закрепляющий. Это так как я люблю соединительными столбиками, мы просто сделаем сейчас. Так, закрываем этот ряд. Вот. И далее, смотрите, мы просто пройдемся, чтобы вот эти как бы овальные такие верхушечки выделить, чтобы он здесь, этот рядочек, был таким вот немножко объемным, да. Мы просто соединительными петельками по всему периметру. Здесь хорошо провязывать. Закрепим наш последний рядочек. Вяжем самостоятельно. Смотрите, как получается. Смотрите, как сам узор, как он красиво смотрится. Вот, как раз такой ракурс, да, где я могу показать, какой красивый рельефный узор. Сумочка получается очень красивая, причем с плотным донышком. Вяжем самостоятельно, это 19 ряд. Так, смотрите, довязываю этот 19 рядочек. Вот остается последняя петля не провязанной. Хвостик я уже отрезала, да, мы вытягиваем вот так, и вместо нее через одну, получается, да, формируем искусственную петельку, чтобы у нас не было видно никаких переходов. И с изнаночной стороны заходим и подбираем этот хвостик. Все. Хвостики прячем. Вот, смотрите. Тогда сумочка вот приобретает такой вид. Так, сейчас еще будем... Так, прячем хвостики. Так, смотрите, далее буду делать утяжки. Для этого буду использовать такой вощеный шнур. В принципе, это не обязательно. Можете просто связать такие шнурочки просто из воздушных петелек, да. Шнур остается еще с одного клубочка, вполне достаточно будет. То есть связали такие два шнурочка одинаковой длины из воздушных петелек. Так, 2 бусины деревянные, хотя это тоже не обязательно. У меня такой вот вощеный шнур. Смотрите, если хотите, я могу оставить ссылку в описании под данным роликом. Я заказывала на Валберес шнур такой, из которого плетут различные там из бусин фенечки и все остальное. В принципе, из него даже, наверное, и вяжут. Так, вот 2 боковинки у нас, да, и начинаем. Мы находим середину. Так, находим середину. Смотрите, чтобы с одной стороны у нас было 7 кластеров и с другой стороны 7. Правильно. Так, и отступаем 2 рядочка. Ну, не учитывая вот этот последний отделочный. То есть 2 кластера вот с этими нашими цветами. И вот таким вот образом я буду за передние вот эти 2 столбика и за рельефный столбик просто протягиваю шнур, чтобы с этой стороны вышло 2 хвостика. Сейчас покажу. Вот вы видите, как я протягиваю, протяну по всему полотну. Так, смотрите, чтобы хвостик выходил в том же месте,
где я начинала, да. И то же самое мы делаем с обратной стороны, чтобы другие два хвостика, то есть мы вот с этой стороны начали, вокруг пропустили, хвостик отсюда вышел. И делаем то же самое с обратной стороны. Смотрите, два хвостика у меня с одной стороны, два хвостика с другой стороны. Очень хорошо этим вощеным шнурочком, смотрите, как они легко стягивается сумочка, превращается вот в такую красавицу. Ну, конечно, и подойдет и ремешок из воздушных петелек. Тоже, конечно, если у вас нет такого вощеного шнурочка. По желанию сюда вшиваем кнопочку. Ну, это по желанию. Да, я сейчас прикреплю бусины. Просто продеваю их. Просто продеваю и завязываю узелочки. Покажу, как будет выглядеть сумочка. И одену цепочку. Итак, сумочка моя готова. Смотрите. Вот так она смотрится с этими бусинами. Я присоединила цепочку. В принципе, вместо цепочки можно самостоятельно связать ремешок. У меня на канале есть целый плейлист по вязанию ремешков для сумки. Так, но в данном случае на сумочку, если вы хотите утяжки, тоже из этого цвета, на утяжки хватает, но на ремешок одного моточка не хватает. То есть либо у вас будет один моточек, и вы свяжете ремешок другого цвета, либо просто будете использовать, как и я, металлический ремешок. Вот такая малышка получилась. Если вам понравился мастер-класс, ставьте, пожалуйста, ваши лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.